Всем привет, меня зовут Люба, вы на моем канале о вязании. Сегодня мы вяжем спицами вот такой универсальный узор, очень интересный, необычный. Это может быть самостоятельным узором для вязания джемперов, свитеров, шалей, палантинов, шарфов. В общем, очень-очень универсальный узор. Может быть фоновым узором, может быть, например, узором какой-то части изделия, например, свитера. Таким узором можно связать рукава, они будут выглядеть очень объемно и интересно. Узор подходит для тех, кто не любит какие-то трудные, замысловатые узоры, интересные. Если его вязать этот узор более крупным инструментом, то он будет иметь такую ажурную структуру. Видите? Одним словом, интересный, простой, универсальный узор, который подойдет для очень многих ваших проектов. Идеальный будет при вязании, например, кардигана. В такой вещи вы точно не останетесь незамеченной. Очень-очень красиво, воздушно и объемно. Узорчик, кстати, получается достаточно плотненький. Здесь у меня основа взята резинка, ее можно не вязать, можно вязать сразу от начала, от края изделия сразу узором. При вязании таким узором любого изделия обязательно свяжите образец. Если вы обратили внимание, резинка в самом низу смотрится очень суженной, узор расширенным. При вязании таким узором узор получается достаточно широкий. Вот так вот он очень хорошо и тянется. Обратите на это внимание. То есть резинка и основной узор связаны у меня одними и теми же спицами. Не скажу, что резинка очень стягивает полотно. Резинка вяжется с одной плотностью, а сам узор вяжется с другой плотностью. Поэтому, когда у меня спрашиваете, сколько мне нужно набрать петель, например, на палантин либо на кофту, я всегда отвечаю одинаково. Вяжите образец. Ни один мастер вам никогда не скажет, какое количество петель вам набрать на конкретно ваше изделие. Все мы вяжем с разной плотностью. У нас у всех разная манера вязания, поэтому без расчетов никуда. Нам необходимо набрать на любое изделие любое четное количество петель. Для образца я наберу небольшое количество петель. Для образца я наберу 12 петель плюс 2 кромочные петли. Итого 14 петель. Набирать буду обычным способом. Вы набираете вашим любимым способом. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 и 2 кромочные. Итого у меня получилось 14 петель. Одну спицу я достаю и начинаю вязать наш узор с самого первого ряда. Итак, первую кромочную я всегда провязываю лицевой, закрепляем наш край. И первый ряд у нас вяжется все петли лицевыми до конца ряда. Все петли лицевые до конца ряда. Так, предпоследняя лицевая и кромочная, либо изнаночная, либо лицевой, как привыкли. Я вяжу изнаночной. Второй ряд, кромочную снимаем. Сейчас вяжем таким образом. Находим петлю изнаночную, с ней у нас сейчас лежат все изнаночной петлей к нам. И нам нужна петля на ряд ниже, то есть петля от наборного края. Это первый ряд, это петля от наборного края. То есть мы спускаем правую спицу за перемычку, то есть под нее, и вытягиваем лицевую петлю. Скинули. Вот эту лицевую петлю слишком вытягивать не нужно. Следующая петля у нас просто лицевая за правую стенку. Далее лицевая на ряд ниже, просто лицевая. Лицевая на ряд ниже, скинули, обычная лицевая. Лицевая на ряд ниже, вытягиваем петлю лицевую, скидываем с левой спицы. Обычная лицевая. И так чередуем до конца ряда. Заканчиваем ряд обычной лицевой и кромочная.
второй ряд узора провязан. Третий ряд вяжем все петли лицевыми. Все петли лицевыми до конца ряда. За правые стенки. Кромочная у меня изнаночная. Готово. И четвертый ряд. Кромочную я снимаю. Сейчас нам нужно вязать, как бы чередуя наши петли. Во втором ряду мы вязали на ряд ниже вот эту первую петлю. Сейчас мы вяжем первую петлю обычную лицевую, вторая у нас идет на ряд ниже. Далее идет обычная лицевая петля на ряд ниже. Как мы это можем еще проверить? Например, мы откладывали наше вязание, не помним, с какого ряда нам начинать. И сейчас мы видим, вот мы сейчас провязали петлю на ряд ниже. Смотрим, вот у нас идет скинутая петля второго ряда. Видите, как бы она наброшена на вот эту лицевую, вот она наброска. То есть, значит, в этом четвертом ряду мы вяжем обычную лицевую. Далее у нас идет обычная лицевая петля. Вот вы можете ее наблюдать. Вот она обычная. Значит, мы сейчас вставляем спицу правую на ряд ниже. Лицевая, скинули. Вот так можно тоже ориентироваться. Если где-то запутались, забылись, такое бывает. И последняя петля у нас идет на ряд ниже, лицевая, скинули, и кромочная, в моем случае изнаночная. Смотрите, сейчас у нас немножко такое вязание морщинистое, непонятное. Желательно каждый рядок вот так вот подтягивать, чтобы петли вставали ровно. Посмотрите, я подтянула наше вязание. Выглядит оно все очень ровненько. И еще раз закрепим наше знание. Первый ряд раппорта узора, все петли лицевыми. Узор у нас, получается, вывязывается на изнаночной стороне. Первый ряд лицевыми. Как вы заметили, вяжется узор быстро. Итак, второй ряд раппорта кромочную сняли. Вставляем правую петлю на ряд ниже под перемычку изнаночной петли, лицевая, скинули. Не вытягивайте сильно вот эти петли. Даже если у вас достаточно плотная манера вязания, этот узор у вас не будет никогда плотный. Далее у нас идет обычная лицевая. Лицевая на ряд ниже. Обычная лицевая. И так чередуем. Лицевая на ряд ниже. Лицевая. Второй ряд нашего раппорта заканчивается так: одной лицевой обычной и кромочной. Все, готово. Можно сразу подтянуть наши петли. Ложится узор сразу очень хорошо, когда мы его подтянем, узор. Третий ряд, все петли лицевой до конца ряда за правые стенки. И четвертый ряд, последний ряд нашего раппорта, кромочную сняли. Сейчас будем вязать как бы в шахматном порядке. Первая у нас идет петля просто лицевая. Вторая петля лицевая на ряд ниже. Вот она. Обычный ряд наш, четвертый, который мы сейчас будем вязать, на ряд ниже. Готово, скинули. Лицевая, лицевая на ряд ниже. То есть чередуем. Не забываем подтянуть наши петли, чтобы они ровно легли. И вот так выглядит наш узор в разных пряжах. Голубой образец у меня связан из бобинной пряжи в несколько сложений. Здесь примерно 200 метров на 100 грамм. Вязала я спицами 3 миллиметра. Посмотрите, какой он объемный, воздушный получился. Здесь у меня примерно такой же метраж. Здесь стопроцентный акрил. Блестящая, красивая пряжа, которая, кстати, не катается.
не скатывается при эксплуатации. И вязала здесь я спицами 3,5 миллиметра. Вот как отличается инструмент. То есть вот этот зеленый образец, он более еще, ну, на мой взгляд, немного крупнее выглядит. Красиво этот узор будет смотреться в пушистых пряжах, но не в очень пушистых, чтобы у нас была видна структура самого вот этого узора. Этот трубчик. Если этот узор вам понравился, не забывайте поставить лайк этому видео и подписаться на мой канал, если до сих пор не подписаны. Вяжите с удовольствием. До встречи в новых видео. Пока!